Всем привет! Сегодня я решил посмотреть, что же произошло с игрой Fishing Planet, которая вышла 11 августа 2015 года. То есть пару месяцев и игре будет уже 8 лет. Другие ютуберы показывают вам игру в игре, если вы понимаете, о чем я. Я же покажу вам игру о реальной рыбалке. На примере одной конкретной сессии пойдем ловить карпа, Великобритания, Наивовое озеро, маркеры, на котором до сих пор стоят на тех же точках, где была поймана раньше рыба, никуда они не исчезли. Я решил прийти отловить один садок на 300 килограмм карпами, посмотреть, сколько уйдет на это время, что нужно сделать для этого. Например, человеку, который давно не заходил в эту игру, но знает, что такое карповая ловля и что в этой игре работают свои скрипты по клеву, прикормке, уровням и т.д. В общем, остановимся на точку, кидаю палки. И еще до закорма получаю поклевку карпа на 17 килограмм, чтобы вы понимали. Ловить я решил на клубнику и на специи закормленного свима. А одну палку бросать параллельно свиму. Там я не прикармливал на криль, но без корма. Прикормка очень простая, как бы я сделал на реальной рыбалке в данном случае. Кормим тем, на что ловим. Я взял закормочные бойлы, клубника и специи, которые работают весной, летом, осенью. То, что касается специй, подходит под любую погоду, температуру. Никакие бананы, сливы, тунцы, крабы я не использовал. Плюс добавил микс кукуруза и лен для баланса. Залил все CSL-кой. Кто не знает, продукт такой, который содержит в себе живые бактерии. Добавляя его в корм, вы начинаете процесс разложения корма. Он происходит быстрее. Это как раз именно тот момент, который рыбе больше всего интересен. Состоит из сильно концентрированного экстракта кукурузных зерен, бетаина, витаминов и минеральных веществ. Прикорма у меня получилось кило 200. Это, конечно, недостаточно для реальной рыбалки. Если бы это была реальная рыбалка, я бы сделал столько корма, чтобы прокормил весь этот ролик и еще минут 20-25 после этого видеоролика. Но так как это игра, я знаю много игр о рыбалку, знаю, как они устроены. Кило 200 нам будет достаточно. Даже никакие не 2, не 3 килограмма, как принято думать в этой игре. Я абсолютно забил на скрипты. Скрипты есть в каждой игре. Я забил на скрипты по прикорму. Когда кто-то где-то когда-то решил, что именно этот подбор ингредиентов будет давать в игре лучший результат, а другой, который не менее хороший, а может быть и более лучший вариант подбора ингредиентов, не будет давать столько поклевок и такой вес рыбы. Я стал на точку в 13:00. Пик клёва должен был прийтись на 3. А спад пика клёва должен был начаться в 5 вечера. Но до этого момента я уже планировал, в принципе, отловить все 300 килограмм. Собственно, 300 килограмм у меня садок. В общем, как я говорил, еще до закорма я получил поклевку карпа на 17 килограмм. Не на 3, не на 2, не на 1, ребят, а на 17 килограмм. Без всяких закормов, прикормов, перекормов. Вот я закормил 200 килограмма нескриптового корма. Стал ждать поклевок. Они пришли достаточно быстро. Работала клубника, специи. Как ни странно, работала параллельно палка, на которой был поп-ап криль 20 размера. Криля в прикорме не было, но он очень активно поклевывал. Бойлы я использовал исключительно 20-25 размеров, поп-ап. Рыба клевала разного веса: 14, 16, 17, 21 килограмм. Был товарищ уникальный альбинос, уникальный сазан на 22 килограмма. Был амур 22, карп 23. Ну, также клевали и шнурки по 4-5 килограмм. Килошных, правда, шнурков не было. Пока вы смотрите процесс поимки карпа в этой игре Fishing Planet, которая 8 лет,
уже существует. Я скажу два слова по геймплею. Геймплей как был, так и остался неинтересным. Клев как был, так и остался неинтересным. Сценарная игра абсолютно построена таким образом, чтобы человек максимально быстро получил удовольствие. Потом это, конечно, в процессе корректируется, клев динамически изменяется, чтобы совсем уже не засластить. Но, в общем, он построен достаточно примитивно. Например, он очень сильно зависим от уровня очень сильно зависит количество уникальных трофеев непосредственно. Со мной на озере стояла некая Оксана Константиновна. Я так понимаю, такой у нее ник. Так вот, у нее уникальные трофеи, ну или хотя бы вес этих уникальных трофеев, как они называются в этой игре, у нее был больше. И это факт, что уровень очень сильно влияет. У нее 67, так как я не играю в эту игру, у меня он 53. Что по меню? Если в меню игры еще все сделано достаточно неплохо, и с этим можно мириться, модельки, картинки моделек симпатичные, и все очень даже напоминает реальность, то вот вываживание рыбы – это вываживание для младшего школьного возраста. Одним пальцем. Больше ничего для того, чтобы вытащить рыбу из воды, вам не нужно. Один указательный палец. Рыба очень плохо привязана к воде, практически с ней не контактирует. При финальной стадии вываживания рыба вылетает за 10 метров до рыболова и оказывается на ливгре. Удилище и руки, и катушка все так же выглядят непропорционально. Это не радует глаз. Поведение рыбы в воде для младшего школьного возраста абсолютно. 90% рыбы всплывает на поверхность, чтобы показать рыболову. Вот я такая рыба, это же так интересно, когда ты тащишь и видишь меня. Это супер. На самом деле нет. Механика ловли неправильна, поведение рыбы неправильное. Это все не радует глаз. Это может нравиться исключительно людям, которые никогда не были на рыбалке, или нашим маленьким друзьям младшего школьного возраста. Любой адекватный человек, сколько бы ему не было лет, не сможет адекватно смотреть на такое вываживание, на это поведение рыбы. Никакие умственные способности, никакие знания вываживания в этой игре вам не понадобятся, потому что они просто здесь не нужны. Рыба любого веса выходит максимально быстро из воды. Разработчики считают, что именно эта система быстрого доставания рыбы из воды привлекает людей, обеспечивает им успех. В самом деле они ошибаются. На момент записи видео в игре одновременно было даже больше, чем обычно. 2529 человек. Максимально одновременный вход был 8 лет назад. 6709 человек. А средняя посещаемость игры в день 1600 человек. На месте разработчиков меня бы не устраивала эта цифра, но их, видимо, устраивает. Если игра столько существует и не меняет свое направление, а выпускаются новые водоемы с акулами, китами, носорогами, всего лишь для того, чтобы продать свои сравнительно недорогие комплекты снастей и оборудование как DLC в магазине игры. Если ничего не меняется, значит разработчиков все устраивает. Как говорится, на каждый товар есть свой покупатель. Но этот покупатель, по моему мнению, слишком низкого уровня. Ну, как говорится, деньги не пахнут. К сожалению, очередная неинтересная, достаточно древняя, но как и все существующие нереалистичные рыбалки, не похожая хоть на сколько-то процентов на симулятор рыбалки. Игра с нереальным клевом, нереальным вываживанием, нереальным поведением рыбы. Рыбалка, в которой не нужно иметь никакие знания о вываживании, о местах обитания рыбы, о ее ловле. Рыбалка, в которой тебе нужно просто купить пакет и ловить акул. И за неделю с нулевого уровня взлететь до максимального. Любому адекватному человеку, нормальному, эта рыбалка удовольствия не принесет. И если на первых порах еще может заинтересовать, то удержать настоящего рыболова эта рыбалка не в состоянии. До конца падения клёва, в общем, я отловил все свои 300 килограмм. Слово, как вы знаете, в этой рыбалке присутствует перемотка времени, что абсолютно вредит и не должно быть в игре.
рыбалки, но оно тут есть. В общем, отловился на 37 тысяч серы без прем-аккаунта. С прем-аккаунтом 56 тысяч серы. Получил там 16 тысяч бесполезного, никому не нужного опыта. В садке у меня было около 5 уникальных трофеев. Среднее число это 7 уникальных трофеев на садок клюет постоянно. Сколько-то там у меня было трофейных карпов Амур. Абсолютно скриптовая игра, которая выдает именно столько, сколько должно быть в час, плюс-минус. Вот так, собственно, не заморачиваясь, делаете прикорм, ставите 2 бойла и просто ловите. Неважно, сколько вам лет, если вы ничего не знаете о рыбалке, ничего не знаете о рыбе, никогда не были на рыбалке, то эта игра именно для вас. Сколько уже было выпущено игр о рыбалке с громкими словами о симуляторе, мы все помним, но все они канули в лету или имеют аудиторию в 50 тел. Очень странно наблюдать, конечно, за этими всеми разработчиками, которые имеют возможность сделать игру, но не имеют понимания и знаний, как сделать это правильно и реалистично. Спасибо всем, кто досмотрел видео до этого момента. Можете прожать лукас, можете подписаться, можете оставить комментарий. Может быть, у кого-то есть какие-то мысли по поводу, какое бы видео он хотел бы увидеть. Всем всего хорошего, кроме расистов.